Did everybody get a good sleep yesterday? Все хорошо выспались? Are you well rested? Oh, hold on. Did everyone get a good sleep last night? Все выспались или нет? You need to get a good sleep at night so you don't get tempted to sleep during the class. Вам нужно спать ночью для того, чтобы не спать днем во время урока. Right? If we catch you sleeping in the class, we're going to call you up front and use you for certain things. Итак, кто будет спать на уроках, если увидим, то будем вызывать сюда наперед, чтобы проводить эксперимент. That would be fun, wouldn't it? Будет интересно, так или нет? All right, we're going to have some fun today. Одни говорят да, другие не. Are you guys ready to have some fun today? Сегодня у нас будет весело. Вы готовы к этому или нет? Да. Did you? It's fun every day. Yes. Did you do your homework assignment? Домашнее задание сделали или нет? All right, maybe we can turn those in. Make sure you put your name on those. Не забудьте написать свою фамилию и имя. Фамилию, имя, не просто имя, чтобы And мы then if знали. everybody could just pass all those И forward. передайте все сюда наперед. Галя и Катя, передайте, они нам. Did you pray for divine appointments? Вы молились о встрече свыше или нет? All right. Now, if there is one thing that drives me crazy, it's this. Если что-либо сводит меня с ума, так это следующее. To see miserable Seventh-day Adventists. Меня больше всего раздражает, когда я вижу несчастных адвентистов седьмого дня. Now, out of all the people on this planet, we should be the most happy. Из всех людей, населяющих планету Земля, адвентисты должны быть самыми радостными и самыми счастливыми людьми. Amen? Аминь. We should be the most excited. Мы должны быть самыми радостными, вдохновленными, заряженными людьми. Because we have the privilege of being a Seventh-day Adventist. Потому что мы имеем это преимущество. Мы адвентисты седьмого дня. Do you feel like it's a privilege to be an Adventist? Для вас быть адвентистом это преимущество или... You know, our attitude can affect somebody else's personal life as well. Наше отношение к вещам в жизни влияет на жизнь других людей. So as we're excited and happy Поэтому Christians, всякий раз, когда мы как христиане people will take notice of that. веселые, довольные, радостные, люди это замечают. You know, if you're in a bad mood all the time, and Потому people что- around you can get in a bad mood. Если у вас постоянно плохое And настроение, the opposite is true. If you're always happy and cheerful, тогда и люди вокруг вас that will rub чувствуют off себя on people as как-то well. уныло. Но если вы всегда радостны, улыбаетесь, ну, понятно, что не на похоронах, но по жизни человек радостный, тогда и люди возле вас счастливы. last year, it was last year, I was at a convention in Idaho. Я в прошлом году был на съезде в штате Айдахо или Айдахо. And anybody ever heard of ASI? Кто-то из вас слышал о ASI? I know Bonnie has. Ну, Ваня слышал. Well, ASI is who I've been working with the last 5 years. Но вот последние 5 лет я трудился с этой организацией ASI. ASI stands for Adventist Laymen's Services and Industries. Это адвентисты, рядовые члены церкви адвентисты в служении и индустрии. You need to get acquainted with ASI. И с ASI нужно вам познакомиться. ASI are the shakers and movers in our church. Они являются теми, которые нашу церковь в хорошем смысле такую встряску дают и продвигают ее вперед. В хорошем It's смысле. made up of businessmen from all over the world, Adventist businessmen Это, and в women. основном это члены ASI, это бизнесмены, адвентисты со всего мира. And ASI is one of the entities that's funding this school.
It was actually part of their idea. И именно ASI согласилась спонсировать и эту школу. Это была изначально их идея. And ASI spends millions and millions of dollars every year on evangelism. И ASI тратит миллионы и миллионы долларов каждый год на евангелизм. So ASI, for making business together. thank you. They don't meet to come together and meet to talk about business. They come together as businessmen to talk about winning souls. И в чем уникальность этой организации, что бизнесмены не для того собираются, чтобы поговорить: давай ты мне будешь помогать, я тебе, какие-то контракты, какие-то будем деньги зарабатывать друг на друге, а они собираются для того, чтобы свои деньги вложить в проект церкви, для строительства новых церквей, для продвижения дела Божия на земле. And if you want to get things done in the Adventist church, ASI are the people. И если вы хотите, чтобы в адвентистской церкви что-то конкретно сделать, продвинуть, то ASI это те люди, к которым можно обращаться, и они продвигают быстро. Проект бесплатные DVD, то что было, это же они финансируют. The DVD trainings, yes. Да. Помните, был такой проект «Посей 1 миллион» или «Миллиард» брошюрок таких. So they do Это тоже trainings был all проект over the world. ASI. DVD-проекты это проект ASI. Строительство церквей в Африке и так далее. So if you're a member of ASI, Итак, the если whole вы... reason I'm telling you this, Для чего я все это рассказываю? Если вы член ASI, then, well, ASI holds conventions every year. каждый год ASI проводит съезды. Now, there's different chapters, which are smaller conventions. И, конечно же, у ASI есть такие свои подотделы, то есть по разным странам. But then there is a national convention every year. Но и есть такой международный съезд каждый год. Now, you come together in these conventions, and let's say I'm an ASI member. И вот давайте мы предположим, что я член And ASI. I'm beginning a ministry. И я начинаю какое-либо служение. Then I would talk to ASI and see if they could fundraise and get money for my ministry. И поэтому я поговорю, представлю членам совета ASI, какое мое служение, что я планирую делать, что мы уже сделали, кто нас поддерживает. Представлю этот проект и попрошу, чтобы они мне помогли средствами. Then when you come together at the convention, they vote on it and take up an offering and. И затем на съезде ASI совет решает, кому помочь, кому не помочь. И затем эти проекты представляются для всех людей, собирается пожертвование, и уже из этих денег выделяется какая-то сумма. Now, so the reason I tell you that Для чего я это все is рассказываю? because I'm at an ASI convention. Потому что вот однажды я был на съезде ASI. It was early last year, around March. Это где-то в марте месяце было прошлого And года. this one woman gets up and she's promoting her ministry so that we can vote on whether or not she will get funding for it. И вот одна женщина встает и желает рассказать о своем служении, для того, чтобы мы ей помогли материально. So this woman stands up and she's in front of everybody. И вот эта женщина стала перед большой аудиторией And людей. she's going to tell us about her ministry. И вот она нам сейчас расскажет о своем служении. And so she says, you know, Она говорит, вы знаете, there's some really exciting things happening in my ministry. в нашем служении происходит нечто просто невероятное. But we can't talk about that. Но у нас нет времени, чтобы рассказать вам об But этом. there's another part of our ministry. Но в нашем служении есть и другая It's часть. so exciting, И это настолько увлекательно. but we don't have time to talk about Но времени об этом говорить у нас нет. it. So I just want you to know that it's an exciting ministry, Я просто хотела бы, and I hope that you can fund it. чтобы вы знали, что это служение очень увлекательно. Now, Спасибо I'm вам sitting on the большое, front что row. вы помогаете нам. Я сижу в первом ряду, and I'm watching this. и я на это I'm смотрю watching все. her tell me how exciting it is. Я смотрю, она меня убеждает, насколько увлекательно, настолько весело, насколько, такое жизненное ее And I'm служение. sitting next to my boss, И я что-то смотрю, оно меня что-то не and I'm looking трогает. at my boss, and she's looking at me.
Я сижу со своим боссом, We're смотрю на thinking, this нее, isn't она на going too меня. well for this woman. И мы так друг на друга посмотрели и думаем, что, наверное, не так уж и много людей The пожертвуют на это служение. leader of this terribly exciting ministry is miserable. Потому что лидер этого чрезвычайно увлекательного и жизненного служения сама является крайне несчастным человеком. We need to be happy, excited Christians. Мы должны быть радостными, вдохновленными и вдохновляющими христианами. Amen? Аминь. You know, when every year I would work and I would train youth. Каждый год я трудился и обучал молодежь. We would get about 50 youth every summer. Около 50 молодых людей каждое лето было. And one thing I would always emphasize with them И то, что я всегда подчеркивал для них, is to be happy, это то, что мы должны быть довольными, is to be радостными, loving. чтобы мы с любовью относились к And людям. every year when we held an evangelistic И каждый series, год, когда мы проводили евангельскую программу, the visitors that came always said the same thing. все посетители, которые приходили на евангельскую They программу, все always говорили said одно и that то же. Seventh-day Adventists are the friendliest, happiest people they've ever met. Они нам говорили постоянно, что адвентисты — это самые счастливые и самые дружелюбные люди, которых они когда-либо встречали. And what a testimony that is. И какое это свидетельство? Because even if people don't make Потому что decisions даже если and get человек не принял baptized, решение принять крещение, then in a short while from now, when everything starts to hit, то, возможно, через какое-то время, когда что-либо произойдет в жизни человека, when the world is saying how bad Seventh-day Adventists are, когда весь мир будет говорить о том, насколько плохие адвентисты седьмого and дня, the people that know us and know how friendly and happy we are, тогда люди, которые знают нас и знают, насколько мы дружелюбны, насколько мы веселые люди, God is going to be able to радостные и use that through счастливые, the Holy Spirit Бог посредством Духа Святого сможет использовать это, to show the true light of дабы what показать we're all about. истинный свет, в истинном свете, каковы мы, как адвентисты. So we want to be happy Christians, Поэтому мы right? должны быть счастливыми людьми, так или нет? All right. Say that with a smile. Скажите это с улыбкой. Да. All right, we're going to run through a little briefing of yesterday, just to on the tips for door-to-door. Мы вкратце повторим то, о чем мы с вами вчера You took говорили. your notes yesterday. Вчера вы записывали в своих конспектах, у вас это есть. You want to know your canvas. Итак, первое, вы должны знать, как вы представляетесь, You не wanna знать be свой confident. опрос. Вы должны быть уверенными. You want to respect people's personal space. Помните о том, что нужно уважать личное место или пространство человека. You want to make eye contact without staring through somebody. Зрительный контакт необходим, но помните, что мы говорили, чтобы не просверливать своим взглядом кого-либо. You want to smile. Улыбка. Focus on the door. Внимание свое фокусируйте на двери. You're going to have your silent prayer partner. У вас будет всегда с вами молитвенный партнер, тихий молитвенный партнер. Что он делает? Won't be doing this at the door, right? Он не будет вот так вот делать у двери, не так, как на левой картинке, не так, как на правой. But they will be silent Но первое, это будет тихий партнер, and praying, и он будет молиться. right? Так или нет? All right. Now, also you're gonna be looking for things to compliment people on, nice flowers, beautiful bushes, painting. whatever. Помните о том, что мы можем комплимент какой-то сделать людям. Красивые у вас цветы, собака милая, красиво сад. It's a really beautiful door. you Дорогой, наверное. Now, the door-to-door canvas. Хорошо. Представление. Ну, представление это в том смысле, как я представляюсь человеку.
when you come to somebody's house and you knock on their door, Когда вы подходите к чьей-то двери, стучите в дверь, there's basically three things that people want to know, and sometimes they don't even realize they want to know this. то когда человек открывает дверь, его интересует 3 вопроса. И, возможно, это он даже этого не осознает, но на уровне подсознания это так. So they want to know, who are you, Итак, первый человек, если вы ему не знакомы, Why are you желает here? знать, кто вы, and how long для чего will вы this take? пришли и сколько времени займет ваш визит. Well, we're going to answer those questions in the canvas. И в нашем представлении, то есть человек, от которого мы представляемся, то вот в этом представлении мы должны ответить на этих 3 вопроса. Okay, so here we have an example of the canvas that canvas that we'll be using. Итак, здесь у нас на экране есть пример того представления и опроса, который мы будем использовать. So here it basically says, "Hi, my name is Kevin. This is Slavic." Итак, здесь говорится: добрый день, меня зовут Кевин, а это Славик. Можете не записывать, у нас это есть, сейчас раздадим. We're with Hope TV. Мы представляем телеканал «Надежда». Did you put it's a Christian television? It's a Christian television program. Это христианский телеканал. And we're just doing a short survey in your area, only 4 questions. И мы проводим небольшой опрос в вашем или в нашем микрорайоне, всего 4 вопроса. Now, does that sound like something we can memorize? Скажите, можно такое запомнить или это невозможно запомнить? That's simple, right? Я думаю, просто. How many of you have ever done cult watering? Кто из вас когда-либо был книгоношей? Good. Now, I don't know how it is here, but in the States, the canvas for the cult watering is like a book. Я не знаю, как здесь, но в Соединенных Штатах, когда ты идешь, чтобы быть книгоношей, продавать книги, то тебе дают, как ты должен представиться, и там это чуть ли не целая книга. Now, so we simplified it. Is it like that here? Здесь так или это не так? Is it short, much shorter? Here it's improvisation. Oh, really? Okay, that's fine. All right. Well, you'll have a little improv here. Но здесь тоже может быть, есть место для импровизации. So this is basically the canvas, but you don't have to stick to it word for word. Итак, фактически это то, как мы представляемся у двери, но не обязательно слово в слово, букву в букву. As a matter of fact, when I do door to door, sometimes I stick to the canvas, sometimes I don't even know what comes out of my mouth. И другой раз я, когда иду из дома в дом, то один раз я так как по написанному все скажу, другой раз я даже сам потом думаю, а что я только что сказал? But it's all in this general area. Но суть такая. Мы должны ответить на этих 3 вопроса. Кто мы? Представиться. Для чего вы пришли и сколько времени это займет? Now, I've throughout the last 8 years doing Bible work and working with Bible workers, I've used many different canvases with many different surveys. И на протяжении последних 8 лет, занимаясь библейской работой, я использовал много разных опросов. And a few years ago, a friend of mine and myself, we put this together, and there's a specific purpose for it. Но несколько лет тому назад я и еще один мой друг, мы вместе сели и написали этот опрос. Now, based on our success and failure with this in the United States, this is why we came up with this one. И основываясь на практическом опыте, что у нас было более эффективным, что было менее эффективным, мы придумали именно такой опрос. For example, Например, now first of all, let me clear something up that's a mistake in thought. Позвольте мне прежде всего немножко кое-что прояснить, что само по себе является ошибкой даже мыслить такое. A lot of different countries, when they look at the United States and they look at like door to door and religion, they think it's really easy in the United States. Многие люди, когда им рассказывают, что вот мы в Штатах делаем то-то, то-то, столько-то людей приходит и так далее, у них складывается ошибочное мнение, что у них там это легко. They think that people are just so open. Вы думаете, что там все улыбаются, все культурные, все, никто тебя не выгонит, все принимают это. This is not true. Это неправда. Now we have areas in the United States, they call them the Bible belts.
есть такие районы в Соединенных Штатах, которые мы называем как And these are библейский a район. lot of the southern states. И это очень многие южные штаты, юг страны. Now, out of all the places in the U.S., you would think they would be the most open. И вы наверняка подумаете, что вот эти библейские районы должны быть, то есть там, где больше всего христиан. But the reality is, they're some of the toughest people to reach. Вам покажется, что это самый легкий район, что здесь работать одно удовольствие. Но реальность заключается в том, что этих людей достичь сложнее всего. Because as soon as you knock on their door and you start going through a survey, they want to know what church you're with. Потому что как только вы постучали в дверь, как только начинаете проводить какой-либо опрос, они вам сразу же в лоб: ты из какой церкви? If you're not a part of their church, they don't want И если вы не из его церкви, тогда иди отсюда. So some of the surveys I've used were the one I explained yesterday, where it had the 3 different sections. Мы использовали несколько разных опросов, как я говорил вчера, например, опрос с 3 секциями: по здоровью, по семье и по религии. I have found that to be ineffective. Я обнаружил, что этот опрос не такой уж и эффективный. Another very popular survey is just a strictly religious survey. Еще один опрос, который используют, это чисто религиозный опрос. We talked about that yesterday too. Do you believe in God? Do you have a Bible in your house? So on and so forth. Помните, вчера я говорил, вот когда подходил к двери, спрашивали: верите ли вы в Бога? Есть ли у вас Библия в доме? Как часто вы ее читаете? Ну и 4-й вопрос: если была возможность, желали бы вы лучше узнать Библию? What I found is a lot of different places when you ask those questions, people get offended. И зачастую я видел, что для людей это очень, можно даже сказать, такой интимный вопрос, что ли. Веришь ли ты в Бога? И людям, как-то они стесняются ответить, что ли, и ты их обижаешь, когда задаешь такой вопрос. So a coworker and myself decided we're going to come up with our own survey and try it out. Мы решили написать другой опрос и испытать его в деле. So we at GYC, the Generation of Youth for Christ. И поэтому на съезде GYC, это поколение молодежи за Христа. Sabbath afternoon, after all the service and lunch. После субботнего богослужения You have thousands of youth, and we rent about 30 to 50 big yellow buses. И после служения в субботу, помните, мы говорили, это молодежный съезд такой большой. Вот в этом году было около 6 тысяч людей. И мы арендуем каждый год по-разному от 40 до 60 автобусов, таких человек на 60-70. И эти автобусы едут по всему городу, весь город распределяется на территории, и в течение часа или 2 часов вот этих 4-5 тысяч людей проводят опросы. So we fill these buses with young people. Итак, мы наполняем автобусы 1,500 young people. Автобусы тысячами молодых людей. And we drive to the certain territories that we have mapped out. И мы едем по определенным территориям, которые мы уже распределили. На каждый автобус карта. В автобусе столько-то команд, по 2 человека. У этой команды такая улица, то есть все уже распределено. We knock on doors. И в 1,5 часа мы проводим такие опросы. So we figured we'd try this survey at GYC. И поэтому мы решили, давай-ка мы на вот этом съезде GYC опробуем этот опрос. And in 90 minutes we got 1,300 Bible studies. И за 90 минут мы нашли 1300 людей, которые желали бы заниматься библейскими уроками. Amen. Аминь. Could you imagine 1,300 Bible studies? Представьте себе, за 90 минут вы находите 1300 людей, которые бы хотели заниматься библейскими уроками. So we decided we're going to start using this, or I'm going to start using this each year. Поэтому я принял решение, что такой опрос мы будем проводить. Я лично буду проводить везде, куда я пойду. With this survey. И мы уже пробовали и после того, и этот опрос был довольно-таки успешный. Now, what I like about it is the canvas is short. И что мне нравится в этом, то что представление здесь
довольно-таки короткое. And also the survey is only 4 questions. И сам опрос состоит из 4 вопросов. I've used surveys before where they had 10, 12 questions and people just get, they don't want to spend the И time. раньше я использовал опросы, когда 10-12 вопросов используются, и видно, что людям утомительно. So it's only 4 questions, so people are more apt to let you take the Здесь только survey. 4 вопроса, и люди, как правило, готовы. 4 вопроса, да, нет, ответить. Now the questions are, we put these questions here for a specific reason. И причина, почему здесь 4 вопроса, и почему они именно в таком порядке, почему именно эти вопросы есть. The first question is dealing with world events. Итак, первый вопрос повествует или говорит о событиях в мире. So everybody can relate to the first question. Ну и, конечно же, каждый является частью этого первого вопроса, то есть для каждого первый вопрос близок. Then we slowly bring in spirituality, not the Bible or anything, just spirituality. Затем мы во втором вопросе вводим такое понятие, как духовность. Не Библия, не религия, не церковь, а духовность вообще. Then the third question we bring in the Bible. Затем третий вопрос мы привносим Библию. And then the fourth one is the trying to get the Bible study. И четвертый вопрос мы пытаемся побудить человека к изучению Священного Писания. So what we're trying to do with these 4 questions is create an interest for the Bible. Итак, с помощью предыдущих 3 вопросов, до того, как мы зададим четвертый, мы пытаемся пробудить в человеке интерес в Библии. So the first question, every day we hear of child abuse, crime, violence, terrorism. Why do you think these things are happening in our world? Каждый день мы слышим о преступности, насилии, терроризме. Как вы думаете, почему это происходит? Okay, so everybody knows that these things are taking place. Конечно же, всем известно, очевидно, что это происходит в But мире. maybe they never actually sat down and thought about why. Но, Why are возможно, all these человек things никогда и не happening? задумался о том, а почему это все происходит. So you get them thinking. Итак, человек задумался. And then the second question, in the question you're actually planting a seed that this could be the reason. И второй вопрос. Вы своим вопросом словно сеете семя, что это может быть причина. Почему? So do you think the lack of spirituality contributes to the rise in crime in our world? Второй вопрос. Как вы думаете, влияет ли недостаток духовности на рост преступности в мире? То есть, возможно, духовность является причиной. So now a lot of people, they might say, boy, I never thought of that. Maybe. Возможно, люди Now the скажут, wheels are turning. да, это может быть, что вот именно духовности недостает. Then the third question, we even pinpoint it more closely. Затем в третьем вопросе мы еще ближе круг сужаем, еще теснее этот круг становится. Do you think the things foretold in the book of Revelation are beginning to take place? Okay, we could use that too. Yeah, here, so I translate it. How do you think events foretold in the Bible are starting to take place? Because the revelation for many people here is like, what is the revelation? Дело в том, что на английском, как вы думаете, события, предсказанные в книге Откровения, начинают сбываться? Мы здесь посоветовались, перевели как события, предсказанные в Библии. Исходя из того, что для многих людей книга Откровения это что-то неизвестное, что-то неслыханное. Страшное. Many people never heard of Revelation. So this is what I do in the States. Ну так я делаю в Штатах. Do you think the things foretold in the book of Как вы Revelation думаете, are beginning события, to take place? предсказанные в книге Откровения, начинают сбываться? And people say, well, I don't know. Ну и люди зачастую говорят, ну не знаю. Have you heard of the book of Revelation? А вы о книге Откровения слышали? Kind of. Ну, Have you ever read that? слышать-то The book of слышал. Revelation? А когда-то читали книгу Откровения? What a book. You have got to read it. You should see some of the things in there.
ну вы даете, так нужно прочитать. The very things in that book are taking place Потому что today. то, что там описано, сегодня это сбывается. And so people didn't know that. И люди этого не And so знали. now the interest level is getting И higher. таким образом вот этот уровень интереса повышается. в And крови. then you move in. И вы The затем last задаете question. четвертый вопрос. If you had the opportunity, would you like to better understand the Bible? Имея, если бы имели такую возможность, хотели ли бы вы лучше понять Библию? Now, you've just been planting seeds, creating an interest to know these things. Итак, сначала мы с мало-помалу начинаем сеять семя для того, чтобы пробудить в человеке этот интерес. And then you ask the question. И затем задаете вопрос. And then people say yes or no. И люди right? затем отвечают либо да, либо нет. So it's a very simple canvas, very simple survey, very quick. Итак, это очень простой опрос, очень просто мы представились, очень быстро и Because эффективно. in the States, people are very, very busy all the time doing nothing. Потому что в Соединенных Штатах люди очень заняты, постоянно ничего не делают. So you could have nothing to do all day, but when somebody comes to your door, you're busy. Поэтому вы можете ничего не делать целый день сидеть, смотреть телевизор, переключать с канала на канал. Но если кто-то к вам пришел, я не могу, извини, я сейчас очень занят. Okay, so what we're going to do is we are going to practice the survey. Итак, сейчас мы немножечко попрактикуем. Now, I want you guys to do this too. The survey is just going to be easy. You're going to pay attention. Опрос будет простым. But I want you to hold one another accountable in this class. Но я хочу, чтобы вы друг перед другом были ответственными. Because the things we're teaching you in this class are very important. Потому что то, чему мы учим, то, что мы преподаем, это очень важно. So if somebody's not paying attention, you may miss something very important that you're going to need when you go into the community. Поэтому, если кто-то не уделяет достаточно внимания, то можно что-то опустить, то, что важно. Now, I believe that God wants us to hold one another accountable. Я верю в то, что Бог желает, дабы мы были ответственными друг перед другом. Вы верите в это или нет? Right? Да. Да или If we нет? love one another, we should do Если мы that. Right? любим друг друга, то мы должны помогать друг другу, так или нет? I don't want my brother to fail out there. Я не хочу, чтобы мой брат, у него ничего не получилось I don't want my на sister to fail миссионерских out there. выходах. Я не хочу, чтобы кто-то из сестер провалил. So this is what I want you to do from now on in these classes. Поэтому вот что я прошу, чтобы вы делали. If you see somebody sleeping in the class, Если вы видите, что кто-то wake спит them up. на уроке, If you see Don't somebody guide them. that's doing something that's not paying attention, maybe on the computer that has nothing to do with the class, если вы видите, что кто-то занимается чем-то ненужным, возможно, на компьютере, then I want you to возможно, hold them accountable. Talk to в them. тетрадке, еще что-то, тоже толкайте, будите, чтобы мы занимались тем, чем нужно. Now, I want to have a lot of fun with you guys. Мне хотелось бы, чтобы у нас эти предметы проходили Going out весело. into the community is a lot of fun. Потому что когда мы пойдем к людям, это будет много радости, много веселья. But again, I want to emphasize Но еще раз хотел бы подчеркнуть, how important this is. насколько важно то, что мы сейчас делаем. И насколько это серьезно. Even it's very serious, but we can have fun doing it. Это Amen? очень серьезно, но это не значит, что мы не можем быть радостными, совершая эту работу. So you're going to hold one another accountable, aren't you? Итак, будете ответственны друг перед другом и друг за друга. Да или нет? All right. Okay, let's hand out these surveys. Хорошо, мы сейчас help me раздадим. and possibly hand these out for me. Everybody gets one. Раздадим, чтобы каждый получил по одному опросу. Now, first, what we're going to do is I will do a survey up front here so you can see how I do it. Как мы сделаем? Сейчас вы получаете, будете их читать. Я покажу, как я это делаю. And then we're going to get some volunteers up here. А затем мы вызовем нескольких добровольцев. Maybe somebody that I've seen taking a little nap. Добровольцами будут те, которые, возможно, немножечко дремали.
how many of you would like to volunteer? Кто хотел бы быть добровольцем? Up front. Ну, доброволец это сюда вышел и проводит Okay. вопрос. Those of you that didn't raise your hand, I might call on you. Хорошо, тогда мы знаем, с кого выбирать, из тех, которые руку не подняли. We're going to have fun today. Сейчас будет интересно. All right. We're also going to give you little clipboards for when you go out. Когда вы пойдете из дома в дом, каждый из вас получит специальную планшетку, на которую вы сможете положить опрос. And the clipboard will be about that Ну и small. планшетка будет такого размера, About the size размера. of the Размера, чуть больше размера paper here. А5. А4 пополам это А5. Okay. Now, we're going to use these Bible studies in the community. Мы будем использовать такие библейские уроки. Where does it say Athens? Although we're going to remove the Seventh-day Adventist Church from the studies. Здесь в уроках, вы заметили, спасибо вам большое, написано «Церковь адвентистов седьмого дня». Мы это уберем. Еще светлее фон нужно сделать, потому что Сзади слабо должен видно. быть человек. Очень темно. Читаем. Не видно две вот этих. если вы хотите. В вопросе тоже есть ошибка. Да, есть ошибка. Продайте урок. Не Продайте это в кавычках. Нет, ну вот спросите, или они не против помолиться с вами. Спросите, не против ли они. Если они не против помолиться. Хорошо, это... Не, это хорошее, это должно быть все грамотное. Просто у меня с грамотностью тройка была в школе. На меня надежды немного. Does everybody have a survey? Все получили опрос или нет? So we're going to Кто не получил, поднимите руку. Если нет, мы просто еще сделаем на перемене, не сейчас, но сделаем. Есть еще один лишний. Есть лишний, да? Да, его. Есть? Бог хотел просто everybody have All right. Now, what we'll do is we're going to print off hundreds of these for you guys to take into the community. Это такие пробная версия. Сейчас мы все ошибки поисправляем в этом опросе. И потом распечатаем сотни таких опросов, чтобы вы берете с собой пачку и идете из дома в дом, человек заполнил его вниз, следующий и так далее. Now, what you're going to do with the survey, do we have an extra one? Is this an extra one? What you're going to do with the survey is you're going to take notes on this survey. И на этом опросе вы будете отмечать кое-что. Да, вот вопрос, не у всех есть Библия. Например, я думал, что будет пособие «Новая жизнь», там, где тексты идут фактически уже записаны, а здесь нужно вписывать, а если у человека нету Библии? Принесем. Просто мы даем урок, а Библию не даем, и человек как бы... Хочет. Мы сейчас этот вопрос решим. Нет, не давайте мы превращать в балахан. Вы поняли вопрос, спасибо. This is how we'll handle that. Вот как мы решаем такой вопрос. We will purchase Bibles Мы закупим Библии, that we will give to people. которые людям сможем, ну что ли, If давать в somebody does аренду, not have a Bible. если у кого-то нету Библии. Now, I say that with a word of caution. Я это говорю, и вместе с тем есть такое предостережение. This is how we'll handle it. If somebody does not have a Bible, then when we come back the next week with it, we'll give them the Bible. Если у кого-то нету Библии, то мы тогда в следующий раз, на следующей неделе придем к нему и дадим Библию. Now, if we can't give a Bible to everybody in the community, Мы не можем, поймите правильно, раздавать Библии всем. I wish we could. I would love to be Я able бы to с do that. радостью раздал бы всем хоть по две. But that would be, we don't have the money in the budget for that. Но у нас нету столько денег предусмотренных. Ну, а вот они в Америке, они по таким урокам, где вот текст и пропущенное место занимаются, или именно как наша новая жизнь, где больше информации? In the state, what kind of Bible study do you use like question and Good answer question. from the Bible, or Yeah. do you have like this one? It's only text, so it's like just sharing. Yeah, we have both. Есть и такие, и такие. Вот есть наши «Новая жизнь» уроки. Так как Алеша говорит,
Тут уже есть стихи, то есть вопросы, ответы в повествовательной Там форме и так далее. информация есть. Просто если человек далекий от Священного Писания возьмет этот урок, сам будет заполнять, я думаю, он ничего не поймет. I think if Сокращение. states the Bible study and it's a question and then the answer is that's from the Bible. If the person never read the Bible, then they're going to have a problem. And that's why we're here. Именно поэтому мы и здесь. And so we'll show people how to study the Bible. И наша цель – научить человека изучать Священное Писание. Как открывать книги, где искать стихи, как... Ну, от у мене також був досвід, я займався з людьми з цими уроками. І коли от приносив, припустимо, такі уроки, так, вони дивилися і казали, що а то тут все нам написано, що мені тут робити. Коли я пропонував їм ці уроки, то коли вони читали, прочитайте, що говорить Біблія, це було їм цікавіше, тому що там написано від автора, а тут Біблія. Ну да, вот именно поэтому мы избрали именно эти уроки. So this is the key. We want people in their Bibles. В этом-то и весь ключ, что мы желаем, дабы люди исследовали Библию, открывал свою Библию и видел, что это говорит Библия. Now, I think a Bible study like this is excellent. Я верю, что эти уроки тоже очень хорошие. The Amazing Facts has Bible studies like У this. Amazing Facts или служение удивительные факты, у них такие уроки есть тоже. That's how I came into the church. И я через такие уроки пришел в церковь. But for what we're doing for Bible work, Но для той работы, которую мы совершаем, these ones work much better. вот эти уроки работают намного лучше. And I'll explain that Я объясню in detail более детально, when we get into how to give a Bible study. I'm going to Когда talk мы- about the different Bible studies that are out когда there. мы дойдем до темы под названием «Как проводить библейский урок». И тогда мы уже поговорим о разных библейских уроках, которые существуют, ну и разные методы и так далее. Okay, so let's get into the door-to-door. Хорошо, давайте мы перейдем к аспекту из дома в дом. And we'll finish. I'll just do a canvas, and then we'll take a break after that. Итак, я представлюсь, и после этого мы сделаем перерыв. But this is how I do it, anyways. Here's Итак. let's say this is my clipboard. Итак, представим, это моя планшетка. So I have my surveys На there. планшетке у меня есть Clipped on. вопрос, And который I have пристегнут. my pencil in there. Есть карандаш. And then underneath I have a stack of lessons. А снизу у меня есть пачка уроков. So I may have 15 or 20 Bible study lessons. 15-20 библейских уроков у меня Now есть they're сегодня. underneath the clipboard, Они so no one под- can really see what they are. Они под планшеткой, то есть фактически никто их не видит, ни с кармана торчат, ни еще где-то. Because if you go to somebody's door with a bunch of Bible studies, Потому что если вы приходите к человеку Right и away сразу же people держите can у вас say, "Ah, no, thank тут, you." так говорит Библия, держите или because we сторожевая haven't башня. created that interest yet. Потому что мы этого интереса еще не пробудили. So they're underneath my clipboard, Итак, уроки у меня под планшеткой. and I have one ready. So И у меня один урок готов I have уже. my finger there, У меня палец заложен. so I'm holding my clipboard, but I have То есть я one вроде бы держу study планшет, ready to go, но so I can quickly, один урок у меня уже give it to the готов, person. чтобы Right? дать его человеку. Rather than, if you had the opportunity, would you like to better understand the Bible? Sure. Если у вас есть We want it to be smooth. Если бы у вас была возможность, хотели бы вы лучше понимать Библию, да, и вы начинаете копошиться, в сумке доставать что-то из-под руки. Нет, сразу же раз и да. Especially in this frozen cold weather. Your Особенно в fingers are такую, особенно you're в not gonna такую be able to погоду, когда work your fingers. пальцы... All right. So, Когда вы облизали, оно замерзло. can't get it off your tongue. Я по языку и уже оторвать не могу. All right. So let's go through this canvas, this survey. Let me. Хорошо, давайте мы рассмотрим, как проходит представление и опрос. Okay. I need a volunteer. Who's going to be my prayer partner? Кто будет моим молитвенным партнером? Выходите. All right. What's this guy's name? Как зовут? Сергей. Сережа.
Sergey. All right, Sergey. All right, so you're with me. You're my prayer partner. Ты со мной, ты мой молитвенный друг. Okay, so you stand on this side. Now, you're off my shoulder. Ты стоишь как бы сзади, но и чуть сбоку, через плечо. Okay. All right. So Slavic is the person. Итак, Should you be the person or should you translate? yeah, let's Okay, Vanya, come on. Ваня, выходи, ты будешь за дверью. Vanya's going to be the person. It's his house we're coming to. So then Slavic. А я буду голосом из-за кадра. All right. All right. Wait a little. Кто там? Who's there? You're like way back. You're in the backyard of the house. So like this is the door. Вот тут вот дверь. Ваня, выходи в двери. Кто там? Who's there? Kevin. Кто там? Hi, I'm Kevin, and this is my friend Sergey, and we're with. Добрый день, меня зовут Кевин. Это мой друг Сергей, и мы от телеканала «Надежда» к вам пришли. Да, я что должен? Do I owe you something? No, we're with Hope TV, and we're just doing a short survey. Нет, мы представляем телеканал «Надежда» и проводим небольшой опрос в нашем районе. There's only 4 questions. And Буквально it's very, 4 very quick. вопроса, очень быстрый опрос. First question. Первый вопрос. First question is, every day we hear of Каждый violence, день мы crime, слышим о насилии, terrorism, child преступности, abuse. Why do you think these things терроризме. are happening Как вы now? думаете, почему это все происходит сегодня? Не знаю. Have you ever thought about why those things might be happening? А вы задумались когда-нибудь, почему это происходит? Не, просто по телевизору смотрю и все. No, never thought about that. Okay. Никогда не задумались. Хорошо. Well, how about this? The second question then А второй вопрос в нашем Да, вопросе. слушаю. do you think the lack of spirituality in people contributes to the rise in all the crime and these terrible things Как happening? вы думаете, влияет ли недостаток духовности на рост преступности в нашем мире среди молодежи? Да, я думаю, да, молодежи нужно в церковь идти, чтобы они поменьше пили, курили. Yeah, the young people need to smoke less and go to the church. Oh, I agree. Согласен с вами. A lot of young people smoke, don't they? Многие молодые люди курят, не Да, так? мне нравится. Yeah, I like it too. Oh, okay. What brand do you smoke? А вы какие сигареты курите? Okay. Do you think the things that are foretold now? Am I going to say the Bible? Do you think the things foretold in the Как вы Bible думаете, are события, beginning to предсказанные take в place Библии, today? начинают сбываться уже сегодня? Ага, Библия. Vanya, the door's over here. Vanya, You're in the living room. А с какой вы церкви? What church are you from? Actually, this is Hope TV. It's a Christian Это television вообще-то program. это христианский телеканал, And we just provide Bible study materials and different things. и мы предлагаем материалы и телепередачи для всеразличных церквей. Это вообще христианский Have you ever канал. seen Hope TV? Вы когда-нибудь видели телеканал «Надежда»? Надежда, нет, фильмы смотрю, ужасные. No, I just watch movies and so. Oh, you should check out Hope TV. It's О, ну вы really- должны тогда посмотреть этот You would like it. телеканал. Вам он точно I can понравится. tell you would like it. Я точно скажу, что вам, как кому, а вам точно понравится. So what do you think? You think the things that are talked about in the Bible are Итак, как вы actually думаете, beginning to take события, place today? предсказанные в Библии, уже начинают сбываться? Даже не знаю, читал Библию и все, не I задумывался. read the Bible, but I never thought of that. Do you like the Bible? Is it an Нравится вам interesting Библия? book? Интересная книга или нет? Так, мама говорила, читай, полезно. My mom told me to read it, so I read it. Well, your mom seems like she was very wise. Ваша мама была очень мудрой женщиной. Now, the last question is, if you had the opportunity, would you like to better Хорошо, understand наш the Bible? последний вопрос. Если бы имели такую возможность, хотели ли бы вы лучше понимать Библию? Библию. Не знаю, как-то читал, I don't even вдруг know. рассказывал, дай времени. I Так. don't really have enough Я не time. знаю. I don't know. Yeah, everybody's busy these days. Да, в эти дни все заняты, вы не один Well, такой. let me show you what we have. Позвольте показать, что у нас есть.
These are free. Это бесплатные And уроки this по is a изучению really, Библии. really good Bible Это study. очень интересные If you open уроки. that up there, Если вы откроете его, you'll see it's very simple. увидите, урок очень All it просто does, построен. It'll ask you a question, and Вам it'll give you the задается Bible вопрос text, и read the дается answer, в and then you ответ just write the стих из answer in Библии. there. Вы открываете Библию и вписываете ответ. Вот в своей странице есть. Или Вот, has легче будет. pages, it's gonna be easier. Yeah, it's very simple. Очень простой урок, да. And very interesting Bible study. What is this Bible study on? Das ist the Bible. So it's on the Bible. Yeah, it's on the Bible. It's on yes. the Bible. This is a really, really Итак, это interesting очень Bible study. интересный урок. What this does is it will show you some really amazing things in the Bible that it proves the Bible is true. А этот урок показывает действительно, что Библия — это истинная книга. You know, especially in this day and age, there's so many different Потому что в наши дни сегодня есть столько религий, столько разных идей. Many people aren't И sure if the многие Bible люди is не actually true уверены, or not. Библия права или нет. And you will find some very, very interesting А things вы в in that этом уроке Bible. сможете увидеть нечто очень интересное, Yeah, let me подтверждающее explain how this истинность works. Библии. А что если Библию как-то не доверяю? What if I don't trust the Bible? If you don't, well, then this is the perfect lesson for Но you. если вы не доверяете Библии, тогда этот урок для вас просто идеален. This lesson is actually designed for people that really don't, maybe not trust in the А Bible. этот урок как раз и разработан для людей, которые еще не до конца доверяют Библии, которые, возможно, есть Я какие-то не знаю, у меня сомнения. мама свидетелей Иеговы ходит, I don't know, my понравится mom ей. goes to Jehovah's Witnesses, I don't know if she likes it or not. Oh, that's a, your mom will like that as well. Вашей маме очень понравится. These Bible studies are perfect for everybody. А эти уроки идеально подходят для и свидетелей Иеговы тоже. Matter of fact, these are the perfect Bible studies. Для свидетелей Иеговы это вообще-то идеальные уроки. Your mom's going to be really glad that when she finds out you're going to be studying. Может, давайте я для мамы еще один урок дам. Нет, этого достаточно. So let me explain how this works. Итак, позвольте я объясню, как эти уроки работают. Добро, только быстрее меня просто спешу. Hurry up because I'm late. Yes, so very simple. Смотри, We очень leave that просто. with you, you fill it out Мы during the week. оставляем вам урок, на протяжении недели вы его заполняете. And it will only take you about 30 minutes to do. И весь урок пройти полчаса времени And займет, next не week, my больше. friend Sergey and I will come back and А we'll на sit следующей down with неделе you мы с моим другом Сережей and we'll just go придем through it together. And it и will only take us about 30 to вместе 40 minutes. просмотрим этот урок еще раз. Минут 30-40, не больше. Когда вы придете? Oh, we'll be back next week, same time. Но мы This можем seems в like a это же good time время, for в это же время на следующей неделе. Для вас это время вроде бы подходящее. Ну да, где-то так в субботу. с утра. Maybe Saturday morning or something. Часов. you. Saturday morning, I don't know if that's going to work in my schedule. Where I have a very busy schedule. How about Saturday Я не знаю, в afternoon? субботу утром у меня занято уже по расписанию. Давайте в субботу после обеда. После обеда. Ну, после обеда, так после обеда. Afternoon, excellent. How Хорошо. about Saturday afternoon at 3 o'clock? Итак, в субботу в 3 часа после обеда. Вас устроит? Хорошо. Excellent. All right, what was your name? I'm Как sorry. вас зовут еще раз? Ваня. Vanya. Вас All как? right. My name is Kevin. and Меня this зовут is- Кевин, а это This is my friend Сергей. Sergey. Vanya, next Saturday at 3 o'clock. Хорошо, тогда следующую субботу в 3 часа дня. All right, excellent. Well, listen, Vanya, we like to pray with people at the door as well. Do you have any special prayer requests that you might have? Мы любим людей с людьми, которые заинтересованы в этом молиться. Есть ли у вас какая-то нужда, за которую вы хотели бы молиться? Не знаю, никогда не молился и I've never prayed даже не before, I don't знаю even как. know. Okay, excellent. Do you mind if we have a quick prayer for you? Но вы не возражаете, если мы помолимся о вас, о вашем доме? Давайте. Вот я вас Я видел, как моя мама. Then we pray, Потом мы молимся. and then I repeat again what time I'm coming back. И затем, после молитвы, если человек согласен, то я повторю еще раз, когда мы придем. So, Vanya, next Хорошо, Saturday at 3 тогда o'clock. договорились в 3 Forward. часа дня в следующую субботу. Будем ждать с нетерпением. All right, God bless you, brother. We'll Все, see you. Have a great пускай Бог week. благословляет вас. До свидания. Very simple, right? Просто? Wasn't that simple? Просто или нет? This is all we're doing. We're just talking with people. Мы ничего не делаем, мы с людьми просто I'm разговариваем. just trying to make Vanya comfortable with me at the door. Я пытаюсь сделать все, чтобы Ване было со мной And you удобно. just у talk. двери. You know, sometimes they're going to say some crazy things.
Иногда люди отвечают просто по-сумасшедшему. Now, no matter what they say, you don't act surprised. Ты слышал молитвенную поддержку. I could feel it. Я чувствую. Sergey did a great job. Сергей молодец. So that's basically it. Now, in the class, you know, as we practice and as we come up front, we're going to kind of kid around and we're going to say a lot of crazy things. На уроках мы сейчас будем практиковаться, и ответы у нас будут нестандартные. Most of the time that doesn't happen. Every once in a Большинство while, people will случаев say это не something. случается, но иногда случается. Every once in a while, people will say something off the wall. И иногда люди такие ответы дают, что вам в голову такого даже бы не Now, when they пришло. do, you're not going to react to that. Но когда человек дает такой ответ, то не нужно реагировать так. Now, Slavic says something ridiculous to me at the door, like, I don't know, he was abducted by aliens 20 years ago or something. Например, Славик мне скажет, что... what was the question? Например, Кевин задает вопрос, как вы думаете, почему это все происходит? И он мне отвечает, что ну вот меня 20 лет тому назад инопланетяне забрали, они мне показали, почему это все происходит. I'm not